Эй, привет, ребят, это я, Инстапап. Не забудьте подписаться на меня, поставить вот такие лайки. Сегодня у нас на обзоре, естественно, мой личный автомобиль, которым я уже владею достаточно давно. Досмотрите этот обзор до конца, потому что я дам вам реальные советы о покупке данного автомобиля. Стоит его брать или нет? Погнали, посмотрим. Друзья мои, ну что я вам скажу про эту машину? Владею я этой машиной 3 года. 3 года счастливого управления Land Cruiser 200. Да, это трактор, как говорят многие друзья. Но опять же, вот этот обзор я решил записать как, ну, наверное, некоторое отчетное мероприятие о владении данным автомобилем. Почему? Потому что очень большое количество людей присматривают себе к покупке эту машину. Ну, давайте пробежимся по плюсам, потом пробежимся по минусам. Что у нас в плюсах? В плюсах это первое. Не пропадает на него спрос на этот автомобиль. Соответственно, цена не падает, цена, могу даже сказать вам, более того, растет. На данный автомобиль выросла на 1 000 000 рублей. То есть брал я его 2,5 миллиона, сейчас они в районе 3,5-3 800. Тем более я всего лишь второй владелец данного транспортного средства. Надежность этого автомобиля, да, надежность у него бешеная на самом деле, но не обошлось и без, естественно, поломок. На 120 тысяч я все равно тут наремонтировал ролики и прочее. Но опять же, я их наремонтировал только потому, что эксплуатировал этот автомобиль очень в жестких дорожных условиях. То есть была поездка по тяжелому оффроуд. Серия это есть у меня на канале. Естественно, машина не предназначена, сразу вам скажу, это не полноценный джип. Не надейтесь от него получить максимум проходимости. Машина тяжелая, машина очень тяжелая. И это больше, наверное, все-таки городской какой-то такой корабль, круизер. Ну, поэтому Land Cruiser называется. Потому что это круизер. Это вот автомобиль для комфортного передвижения где-то вне дорог. Но опять же, не стоит забывать о том, что внедорожные качества этого автомобиля, они не беспредельны, они не безграничны. Еще один плюс этого автомобиля. Именно я сейчас говорю о Land Cruiser 200 2014 года выпуска, дизель. Многие грешат и говорят, что ненадежные дизеля, в принципе, пробега на сегодняшний день у меня 191 тысяча. С учетом того, что 80 тысяч назад я прошил свой автомобиль. Видео по прошивке тоже на канале. И сейчас, наверное, где-то здесь вот на экране появится ссылочка на это видео. Перейдите, посмотрите. То есть я прошил машину на 310 лошадиных сил. То есть и двигатель, и коробку. Очень много писали мне таких моментов, что двигатель долго не выходит и прочее, 5-10. Ну, пока полет нормальный. Масло не расходуется. Но опять же, масло я меняю каждые 7000 километров. Вот, несмотря ни на что. О, BMW пролетел. Ух, красавчик. Ну, BMW может себе позволить. Здесь, опять же, вот еще BMW, Mercedes, Land Rover и прочая техника. Audi. Высокотехнологичные автомобили. Базаров нет. Но они реально, сука, теряют в цене, уже буквально выехав с салона. Нет. И крузаки будут терять. И любая машина теряет 20% от стоимости, когда она выезжает с завода. Но потом-то они теряют все больше и больше и больше. Сразу же скажу, ребят, принимает этот автомобиль с места не хуже, чем бензиновый, а может быть даже и лучше, потому что крутящий момент у дизеля, конечно, выше, чем у бензина. Ну, будем смотреть, анализировать. В любом случае, об этом автомобиле я буду рассказывать на канале достаточное количество информации, чтобы вы понимали, а стоит ли брать такой автомобиль или не стоит. Высокотехнологичные автомобили, как Mercedes, BMW, Audi, без сомнения. О качестве этих автомобилей говорят кто-то плохо, кто-то хорошо. Мне вообще похер на самом деле. Почему? Каждая машина покупается для определенных целей. Естественно, я таскаю постоянно прицеп. Там Ниву вожу, которую вы тоже можете посмотреть у меня в обзорах. Таскаю где-то телегу с квадроциклом, снегоходом, лодка, прочее. Очень много разных моментов имеет место быть. Поэтому для меня вот этот трактор — это самая такая оптимальная машина. То есть, грубо говоря, из точки А в точку Б я всегда доеду. Надежность Toyota никто не отменял.
То, что я попал на ремонт 120 тысяч, это чисто моя ошибка, потому что я реально поверил, то, что это серьезный джип, и попал ногами в жир. Минус 2 бампера под покраску, пороги под покраску, ну и все навесное, короче, приказало долго жить. Опять же, дам совет, может быть, кому-то он понравится, может, кому-то нет. Пишите это обязательно в комментариях. Но я стараюсь ставить на свой автомобиль все оригинальное, по возможности. Понимаю, что на оригинальные запчасти цены дорогие, но то навесное оборудование, которое я поставил на крузака, это все ролики, натяжители и прочее, я поставил только оригинальное. Почему? Потому что я сейчас поставил и опять забыл. Если я опять не попаду по простоте душевной и по собственной дурости в условия тяжелого бездорожья, то все будет ок, машина будет ездить. Проставки рекомендую. Про проставки у меня тоже есть отдельная серия на канале. Не хуже становится. Все в допуске, все нормально. То есть по вылету колеса получается примерно то, что вы можете поставить 20-й диск. 20-й диск это дорого, это резина, это диски. Проще за 12-15 тысяч купить качественные поставки по 2,5 сантиметра, кому интересно. И ставим их, так сказать, на штатную ступицу. Но, ребят, при покупке проставок очень важная вещь. Это не забывайте о том, что вам обязательно надо брать проставку с имитацией ступицы. Что это такое? Это то колечко посадочное, да, место, на которое садится диск. Много бытует мнений, но колхоз дело добровольное. Машина это лично ваше хозяйство. И дальше уж думайте сами, надо оно вам или нет. По цене. Плюс из минусов этого автомобиля, реально, который на нем имеет место быть. Ну, во-первых, очень слабая мультимедиа. А во-вторых, может быть, даже и в-первых, вообще тормоза, как говорится, ни о чем, от слова совсем. То есть машина на 200-ках, и говорят, что на 300-ках то же самое, и в новых версиях. Эта проблема не решена Тойотой. Тойота, какого Ну, решите проблему. У вас машина больше 3 тонн весом. Почему у вас стоят вот эти беспонтовые тормоза? Поставьте что-то более серьезное. Не обламывайтесь. Если у вас позволяет возможности, купите 200-ку. По крайней мере, вы не проиграете в цене 100%. Вот клянусь вам, она дешевле не будет. А Audi, естественно, она упадет в цене. Несмотря на то, что она просто машина. У меня у многих друзей есть Audi. И, кстати, у меня на канале есть обзоры на Q8, на Q3, на новые модели. Да, высокотехнологичные тачки, базаров нет. Все четко. Но они охрененно теряют в цене. Toyota купил, да, вот этот дизелек, да. Нет динамики, нет мультимедии, нет тормозов, но есть надежность. Опять же, я говорю сейчас за машины 2014 года. У меня машина 2014 года. Бытует мнение, что машины, крузаки дизельные с 2016 года, рестайлинга, вот эта серия, моторы у них не совсем там как бы адекватно работают. Поэтому есть определенные накладки. Вот. А BMW это вещь. Ну, вещь, которая... Есть любители BMW, да, есть любители Audi. А есть любители Toyota, как Subaru. У всех машин есть минусы. Вот. Что еще с этой машиной происходило? Многие спрашивают, какую сумму тебе обходится машина в год. Ну, считайте, в год я меняю масло 3-4 раза. Замена масла в районе 10-12 тысяч рублей. То есть это здесь не надо забывать о том, что здесь большой двигатель. И сюда входит практически 8-9 литров масла. Можете умножить на цену. Плюс фильтр. Всегда меняю топливные фильтра, чего я вам советую. Всегда шприцую все детали, которые шприцуются. Это обязательно. Не жопьтесь на обслуживание автомобиля. Автомобиль вам отдаст потом должное. Не, давайте посмотрим по рынку. Сейчас какое-то говно Kia Soul. Вот я недавно снимал обзор. Ну, говнище на самом деле. Какая-то балалайка, блин. Да, там у него там мертвые зоны, да, там стоп-старт. 2 лимона, 2. И куда ты на этом переднеприводном говне? Так себе история. Но скоро китайцы завоюют рынок. Это я о китайцах. Китайцев forever. Пацаны, покупайте 200-ки. Гоняйте на них. Эксплуатируйте их правильно. Ну и неправильно тоже. Всех обнял.
Всем пока, всем хорошего настроения. Спасибо, что посмотрели меня до конца. Ну, кто, конечно, посмотрел меня до конца.